Просмотрим подробно будущие 10 дней. Какие будут подсказки, какие энергии будут вам помогать, что на пороге, к чему подведут высшие силы. Всем вам, уважаемые друзья мои, самый горячий вселенский привет. Это карты Кипер. Мощные карты. Немецкие, точные, правдивые. Я сделаю грандиозный расклад на все 36 карт. Грандиозный, потому что он так и называется. Гранд табло. Посмотрим, что на пороге. В этой колоде есть господин и госпожа. Это расклад на дома. У нас дом номер 28 – это дом господина, дом номер 29 – дом госпожи. Смотрим, что готовит судьба. Все эти карты, как проводники, помогут вам. Самая главная карта закладывает мотив всему раскладу. Это в доме всадник. И здесь у нас долгий путь к счастью. Так что сейчас вы разворачиваетесь. Судьба резко вас разворачивает на дорогу счастья. Второй дом клевера. И сюда попадает карта дисциплины. То есть, чтобы схватить удачу за хвост, нужно вам вовремя ложиться, вовремя вставать, диета улучшенная, режим дня, в общем, распорядок дня. Это карта режима дня, чтобы получить удачу. Второй дом клевера. Третий дом корабль, то есть какие будут перемены в деньгах. Будет много денег, будет больше, чем было. Все сможете оплатить, еще деньги останутся. Карта больших денег вышла в доме корабль. Что у вас будет в доме? Дом дома. Ожидание. Erwartung – это ожидание. Кто-то ожидает, что вы сделаете какой-то шаг. Кто-то от вас ожидает либо подарка, либо сюрприза. Кто-то от вас ожидает действий. Если вы с кем-то поссорились, в доме идет какое-то ожидание у вас. Дерево – это здоровье и родственники. И здесь неожиданно будут деньги на себя, на родных, на здоровье, на лучшие продукты, может, что-то в дом купите. Неожиданные деньги для семьи. Дом дерева, дом семьи. Тучи, если какие-то препятствия или кто-то вас обманывает. Eine Reise. Это может быть поездка какая-то отменится, или же вы на что-то надеетесь, но не состоится что-то, может быть, встреча не состоится, может быть, она просто не то, чтобы она отменялась, эта встреча, она просто будет задерживаться. Итак, змея – это враги. Неожиданно, да, мужчина вышел в доме врагов. Вообще змея – это может быть его сексуальный потенциал, можно сказать, да, его страсти, его мужская функция. Но часто змея показывает, конечно, на врагов. У мужчины есть враги. Какие-то враги, может, по делам, где-то на работе враги или в семье. Гроб – это страхи. Вы знаете, страхи у него есть, у вашего мужчины, скорее всего, страхи, потому что он прямо рядом, что он, кто-то его не считает приличным человеком, кто-то в нем сомневается, кто-то думает, что он недостойный, жадный, неприличный. В общем, он боится, что он теряет свое лицо. Упал лицом в грязь, вот так можно сказать, этого он боится. Букет – это красота. Gute Dame – ваша красота. Это вы, красавица, умница. Все у вас прекрасно, вы просто блистаете. Это очень, очень хороший, здоровый организм. Все очень хорошо у вас, если вы женщина. Так, следующий дом – это коса, что срочно нужно знать. Вас кто-то любит. Кто-то любит, кто-то хочет с вами встретиться, свидание, любовь, жизнь. Бьет ключом, кто-то вас любит. Очень хорошая карта. Я делаю расклад на все 36 карт. Кто не знает, называется «Дома». Очень подробный и четкий. Плетки, ссоры. Вот те, с кем ссорились, с теми и помиритесь. Потому что карта письмо. Кто-то выйдет на связь, скажет, что скучает, скажет, что был неправ, попросит прощения кто-то. Хороший знак, в общем. Очень хороший знак. Птицы, с кем будут разговоры и о чем? О любви. О любви – это свидание, любовь, влюбленность, какие-то разговоры о любви будут точно.
Ребенок, что-то новое, стабильность новая. Я же говорю, что будут деньги. Если до сих пор не было стабильности, может быть, в финансах, еще в чем-то, это карта якорь, будет стабильность. Новая стабильность. Неожиданно что-то будет лучше. Или финансы, или дела, или личная жизнь. Но что-то начнет идти в сторону стабильности. Лиса, может, кто-то хитрит, обманывает. Трюбеги Данкен. Мужчина сам себя обманывает своими мыслями, себя накручивает. Или это может быть вы. Или вы, это другой человек, может быть, какой-то, или вы сами себя накручиваете. Мысли, всем мыслям не нужно доверять. К вам иногда идут неправильные мысли по этой карте. Медведь – это может быть или начальник, или же мужчина, или же успех. Вот медведь многое может означать. В доме медведя ein kleines Kind. Новый мужчина встретится вам. Или новая возможность с мужчиной поговорить. Выяснить, так сказать, отношения, но в конструктивном ключе, не ругаться, а выяснить отношения в смысле, что вас соединяет. То, что вас разъединяет, оно и будет разъединять. Найдите почву, которая вас соединяет. Вот это будет возможность с ним поговорить. Следующий дом – это дом звезда, мечта и хаус. Это дом вышел, очень хороший знак. Звезда – это мечта, это своя дорога. И мечта в доме осуществится. То ли будет уже идти все к покупке дома, квартиры, к улучшению жилищного вопроса. В доме Аист это перемены в личной жизни и Герихт. Аист, знаете, домашние. Семья домашняя, вас за что-то осуждают. Это может быть вполне такое. Собака – это кто вас любит, кто надежный друг. Мужчина – надежный друг. Но он волнуется о вас. Он волнуется, переживает, и буквально его раздирают какие-то сомнения, волнения. Он волнуется о вас. Может быть, скучает, если вы на расстоянии, ему вас не хватает. Мужчина о вас думает, заботится, переживает. Башня – это работа. В работе. На работе у вас есть какое-то препятствие, потому что это корца кранхайт. Это может означать, что на работе или сплетни, или наговоры, какое-то препятствие. Кто-то вам на работе препятствует. Какой-то есть недоброжелатель на работе. Это может быть вполне. В доме сад, Райхес Медхин, это вы. Все равно в каком вы возрасте, это не важно. Сад – это помощь от Всевышнего, это гармония. У вас в душе будет гармония, все будет хорошо. Вот несмотря ни на какие обстоятельства, в душе будет все хорошо. Гора – это могут быть препятствия или защита. Все зависит от того, что вокруг, да? Очень хорошая карта. Это действительно защита от высших сил. И высшие силы посылают вам großes Glück, это большую удачу. Какой-то выигрыш, удачная покупка, деньги придут, что-то очень хорошее, наследство, что-то очень хорошее будет. Может быть, знаете, наследство просто назревает, оно еще, как бы не получили его, но что-то хорошее уже идет к вам. Да, это очень хорошо. Развилка – это какие-то сомнения, может быть, сомнения. Eine Veränderung. Вы боитесь перемен. Вы боитесь перемен, может, вы боитесь переехать куда-то, может быть, вы чувствуете, что нужно. Или разъехаться с кем-то, или съехаться, нужно в жизни что-то менять. Вы перемен боитесь. Потому что развилка – это ваши сомнения, страхи, неуверенность, какой-то тупик. И на самом деле развилка не может быть тупиком, но мы иногда себя ощущаем, как будто мы в тупике, когда мы не знаем, что делать дальше. И здесь по карте Eine Veränderung вы боитесь перемен, боитесь. Но перемены будут, и они будут хорошие, так что нечего бояться. Крысы – это потери. В доме потерь у вас seine Gedanken. Вот смотрите, мужчина считает потери, он боится деньги потерять или боится потерять ваши чувства, вашу заботу. Мужчина боится что-то потерять, или у него, может быть, какие-то долги. Мужчина боится что-то потерять, это точно. Он сейчас волнуется. И крысы – это, когда, знаете, негатив какой-то есть, теряет энергию мужчина. Или это вы, это может быть вы, даже если вы женщина. Вы теряете энергию на том, что для вас не главное. Сердце – это ваше чувство, дом сердца. И здесь Gerichtsperson – это может быть или помощник, советник какой-то, или кто-то,
какой-то консультант, да, но сердце, может быть, вам нравится какой-то человек, профессионал, нравится, как он работает, нравится его внешность, вы, может, влюблены в какого-то человека заочно. Ну, вам кто-то нравится, вы за кем-то следите, наверное, о ком-то думаете. Кольцо – это обещание выполненное или подарки. Ну, видите, карта гроб вышла в кольцо. Мужчина давно что-то обещает и до сих пор еще обещание не выполнил. Но я по этим 3 картам вижу, что у него, ну, обстоятельства так сложилось, не все от него зависит. Так карты сказали. А дом – книга. Книга – это тайны, это карма, это судьба. Вы вышли сами. Hauptperson. Видите, как по-английски классно. Там нет разделения на пол, там женский, мужской. Просто Hauptperson и Hauptperson. Вот, пожалуйста, это вы. Госпожа, которая смотрит сейчас расклад, или господин, если вы господин, я уже о вас сказала. И вы вышли в карте книга. Тайны какие-то станут явными, да, и какой-то человек о вас думает, может, вы сейчас далеко от него, какие-то препятствия есть между вами. Письмо, в доме письма, будет ли сообщение? Будет, это хорошая карта. Wohnzimmer, это гостиная. В вашу гостиную просто кто-то придет, будет какой-то гость у вас. И это какие-то хорошие новости получите. Теперь важные 2 дома, как я уже сказала, если посчитать сначала, это будет 28-29. Господин и госпожа, важные 2 дома. Для мужчины. Смотрите осторожно, не тратьте деньги зря, потому что здесь карта вора выходит. Или энергию у вас кто-то тратит, или негатив какой-то мешает вам жить, кто-то негативный есть в вашей жизни. А мужчина имеет негатив на себе, может, на нем есть какая-то порча. Знаете, порча – это просто негативное влияние чье-то. А негативное влияние даже ученые признают, что действительно есть. И человек, который мнительный, на него еще негативное влияние, он вообще может там что-то нехорошее, там алкоголь принимать или еще что-то, глупость какую-то. Мужчина, наверное, болен чем-то. Вот здесь как-то болен любовью к вам и всю жизнь влюблен. У вас кто-то влюблен, а вы не обращайте на него внимания. Это тоже имеет место быть. Я даю разные варианты, девочки, мальчики. Вы в себя узнаете, услышите, да? Госпожа. В доме госпожи, видите, Ehestandskarten. То есть это карта супругов. В 29-м доме госпожи, по законам Ленорман, потому что здесь Ленорман и Кипер, они делаются такие расклады, это классика. И у вас будет любовь, вы будете иметь все для жизни, сообщения, свидания, может, с каким-то военным или казенным человеком. Какая-то любовь, что-то очень хорошее. В доме Лилии это благородные поступки, вот такое все. Traurige Nachricht. А кто-то из вашей родни грустит. Кто-то хочет вам помочь, что-то подсказать, но их подсказки вам не нужны, вы взрослый человек. Но кто-то хочет вам как-то, переживает, волнуется за вас. Может, ваша мать зря волнуется. И она, знаете, как часто мать, которая уже в возрасте, лучше бы она своей жизнью жила, чем о вас волновалась. Волнения еще никому не помогали. Это так мы типа хотим любовь показать, но это все вот как бы лишнее здесь, да, на самом деле. Следующая карта – это дом солнца. Какие радости вас ожидают? Falsche Person. Смотрите, как неожиданно вышла карта фальшивой персоны в доме радости. Что я могу сказать? Что для какого-то, может быть, нехорошего человека в вашем окружении вот радостью является, когда у вас что-то плохо. Кто-то хочет вам подножку подставить, кто-то хочет вам помешать, кто-то хочет вам доставить неудобства, да, потому что это дом солнца. Кто-то радуется, когда, например, у вас что-то плохо. Никому не рассказывайте о себе ничего. Вокруг вас есть всякие люди, и плюсы, и минусы, хорошие, плохие, это такое дело. В доме Луны, а это может быть, кстати, Солнце может быть радость, Луна печаль, да, или Солнце может быть как к успеху прийти, а Луна как себе хорошо сделать. Но здесь Луна очень многозначимая карта, и здесь Reiches Gute Herr. Какой-то человек, Луна это тоже карта перемен в личной жизни, какой-то человек обеспеченный, взрослый, приятный, симпатичный, образованный, культурный, хорошо зарабатывает. Луна это личная жизнь, особенно для женщины, да, он вами интересуется как женщиной.
ключ, в доме ключа, что ключевое? Вот ключевое – это работать, да. Arbeit und Beschäftigung. Я говорю эти слова уже как бы много раз, которые на немецких картах изображены. Девочки, кто давно меня смотрит, знают уже их значение, но я тут же перевожу. Это карта, что над отношениями, например, спокойная работа, да, вот спокойное время работать над отношениями, работать на работе, по профессии, в общем, не переживать. Дело спорится, и дела делаются постепенно, да. Вот такое ровное настроение у вас. Несмотря на то, что какие-то страсти вокруг вас, у вас ровное, спокойное настроение. Gefängnis – это карта тюрьма, называется, такие, да, названия мощные. Но дом рыбы. Рыба – это дом денег, поэтому вам нужно постараться не тратить деньги зря. Gefängnis – это ограничение. Вам нужно постараться не тратить деньги на ненужное что-то, да, не тратить деньги зря. Следующий дом, такой хороший дом, это дом якорь, это стабильность. Geschenk bekommen, Вселенная будет давать подарки. Видите, здесь рыбы – это деньги и любовь. Вселенная будет давать подарки, и люди будут у вас стараться порадовать. Вот это такое очень хорошее время, очень хорошее время. Я смотрю, спокойная, уравновешенная жизнь, несмотря на то, что страсти, кто-то, конечно, там чего-то добивается, но вас это никак не коснется. Очень хороший вот этот дом у вас, да. Потому что якорь очень важный дом, там, где у вас вот стабильность, и стабильность в том, что вы будете ощущать каждый день как праздник, несмотря ни на что. Хорошо все будет. И последний дом – это дом креста, то есть что вам по судьбе конкретно, вот это итог расклада. И самая лучшая карта колоды, я бы сказала, она говорит «Ура!». Там это, например, sum up, да, есть, говорится, то есть пальчик вверх, да, лайк, вот это вот все. Вот эта карта и означает лайк. Хоть эти карты из 19 века к нам пришли, но они такие актуальные сегодня тоже. Она называется «Zu hohen Ehren kommen». Это означает, что вы добьетесь того, чего желали, доблесть, там, похвала, удача. Судьба вас похвалит. Вот хранители рода скажут «молодец», которые наблюдают за вами сверху, волнуются за вас, хотят, чтобы у вас все было хорошо в жизни. И они говорят «молодец, постаралась, получила результат». Вот это как результат расклада. Очень хорошая карта. Смотрите, как, например, вы жили вот в таком сарайчике, а сейчас в замке будете жить. Но это намек на то, что у вас жизнь будет улучшаться, да, жизнь будет лучше, и вот поработали, получили результат. Это карта результата, я бы сказала, да, вот добиться результата, поработать, например, над отношениями, или там построили что-то в доме, приготовили ужин очень вкусно и полезно, там, позанимались спортом, уже и кубики у вас, пресс есть, да. Или, например, воды много пьете, смотрите за собой, не переедаете, вот уже и физическое здоровье улучшилось. Я как гомеопат скажу, что если у вас плохое настроение, часто бывает, это часто бывает так, или сахара много, или алкоголя много, или много еды, или мало движений. Вот нужно физическое тело привести, как бы в норму. И тогда вы увидите, что это только вот то, что вы физическое тело приведете в норму, улучшит ваше настроение и менталитет. Это вот, как гомеопат здесь. Я, конечно, гомеопат, кто не знает, да, астролог и гомеопат, и поэтому я это знаю точно, что здесь у вас будет все замечательно. Вот такой расклад, он, тем более, что вот это все, что я сказала, последней карте вас очень касается. По диагонали у вас очень счастливая диагональ. Диагональ раскрывает то, что скрыто, тайное станет явным. И у вас здесь, это ваша карта, видите, идет. Вы будете довольны своей жизнью, у вас в доме будет счастье и перемены в доме. Кто-то, вот вы уже или сейчас переедете, или в будущем переедете в лучшее жилье, у вас будет все очень хорошо. Все будет замечательно. У мужчины диагональ идет, вот понимаете, мужчина кем кто-то руководит. Здесь фальшивая персона, и он волнуется, а кто-то руководит его мыслями, кто-то ему, можно сказать, пудрит мозги, можно сказать, да. И этот человек, который для него никакого значения не имеет. Если имеет, очень маленькое. Но вот этот человек пудрит мужчине мозги.
У вас по вашему дому очень хорошая карта, как я сказала, семейное счастье, любовь, там благополучие, или найдете себе любовь, очень хорошая. И потом мы идем, смотрите, по диагонали от вас идет много удачи, вы выиграете, будет стабильность, деньги заработаете. Вот. И это, если я иду по этой диагонали, я вижу, что маленькая печаль какая-то, но она никак вас не омрачит, потому что все заканчивается очень хорошо. Подарки. Вонцима – это вот в вашем внутреннем личном пространстве судьба вам начнет давать какие-то подарки. Вот это вонцима, да? Вонцима в доме письмо. Так что здесь будет тоже все хорошо, замечательно. А если вы, друзья, первый раз зашли на такой расклад, это грандиозный расклад, когда выкладываются все карты. Так делали исторический расклад, и на самом деле поэтому Ленорман и Кипер сибила маленькие карты, чтобы делать большие расклады. Я такой лерманист, киперолог, очень энтузиаст большой. Я это дело все обожаю, потому что здесь многое можно поучительное, очень поучительные расклады. Вот, и традиционно делается так. Кстати, дома по Ленорман можно даже Таро выкладывать. И здесь Кипер, он традиционно выкладывается по домам Ленорман или по собственным домам. Да? У меня есть еще другие расклады, где Кипер выкладывается по собственным домам, потому что карты здесь имеют номера, но тоже делается по Ленорман дома. Я вам все подробно, четко передала то, что увидела в раскладе. Я знаю, что вы будете счастливы, что у вас все будет хорошо. Задавайте вопросы, пожалуйста, по этому раскладу в комментариях. Я на следующем раскладе отвечаю. Самое главное событие – вот эти 4 карты в центре расклада. И здесь я вижу, что кто-то волнуется. Какие-то новые волнения связаны, скорее всего, с тем, что много мыслей, мало дела. Мужчина должен больше работать над собой или делами доказать свои чувства. Здесь я вижу, что ему нужен советник, ему нужна помощь, совет. Было бы неплохо, если бы мужчины смотрели расклады, здесь много для них тоже помощи. Вот это основное здесь, да. Но основное то, что вот про главных персон я уже объяснила. Углы расклада, вот очень хорошие углы. Это счастье, это удача большая. И другие углы, вот здесь, конечно, эти углы не очень хорошие. Они говорят, что это есть женщина, это не вы вот здесь, другая женщина, которая что-то, ну вот все время пристает, мешает жить. У вас есть такая женщина, на которую не стоит обращать внимание. Вот эти углы ее и показали. Это может быть женщина со стороны мужчины, с его родни, потому что это все-таки дом господина, дом 28. Но я уже все объяснила. Люблю вас, обожаю, желаю вам счастья. И приходите на мои расклады. Неважно, когда я расклад сделала, он всегда вам поможет. Это гарантированно. Если вы раскладу позволите себе помочь, да, тогда он вам обязательно поможет. Пусть все плохое уходит навсегда, а хорошее пусть остается и приумножается. Вот такая мантра, мои дорогие. Вот такая мантра. Пишите о своей жизни, я все читаю, ничего не пропускаю. Ставьте, пожалуйста, пальчик вверх или вниз, пальчик вверх или вниз. Оцените, пожалуйста, мою работу. Это хорошая практика, выражать эмоции очень полезно для здоровья. Подписка ничего не стоит материально, но стоит много, потому что это дружба. А дружбу за деньги не купишь. Подписка безоплатная, но доказывает вашу дружбу, поэтому подписывайтесь, будем дружить. Я уже с вами дружу, доказала свою дружбу на деле, потому что делаю для вас расклады. До новых встреч, пока-пока, друзья!